Всем большой привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Катерина, и здесь я рассказываю о жизни в Германии, материнстве и поиске гармонии. И в этом видео мы затронем тему недостатков жизни в Германии. И сразу небольшой дисклеймер. Эти недостатки, эти минусы – это исключительно мое субъективное мнение и мой опыт проживания в этой стране. Он основывается на сравнении Германии с той страной, откуда я приехала. И многие из этих особенностей, они являются в общем отличительной чертой всех развитых демократических стран. А вот о преимуществах Германии я уже сняла отдельное видео. Вы можете посмотреть его на моем канале, пройдя по ссылке в описании. Итак, самое первое, что всегда замечают люди о Германии, это ее излишняя бюрократизация. Немцы очень любят бумажки, поэтому по каждой мелочи здесь нужна справка, сертификат, удостоверение, запрос, отказ и многие другие документы. Через какое-то время начала жизни здесь у меня на все эти слова на немецком образовалась какая-то аллергия. Просто в буквальном смысле дергался глаз от каждого упоминания этих слов. И буквально у каждого немца дома есть отдельный шкаф со всеми этими документами, все документы по папкам. Каждая папка отвечает за отдельную сферу жизни человека. И что самое главное, все эти документы нужно хранить минимум 10 лет. И все было бы не так плохо, если бы люди, которые обрабатывают эти документы, то есть разные государственные учреждения, больницы, страховки, даже ваша работа, если бы эти люди не работали по такому маленькому сокращенному графику. В действительности немецкие бюрократические учреждения работают с 7 до 12 в лучшем случае, и не все дни в неделю, чаще всего 4. И в таком графике люди, которые там работают, должны успевать и обрабатывать заявки от людей, и проводить консультации очно. А людей, как вы понимаете, в Германии очень много и в последнее время прибавилось. А количество работников, как по мне, никто не увеличил. Но и это еще не вся беда немецкой бюрократии. Самое главное, самая отличительная особенность – это то, что вы будете отправлять и получать все свои документы по почте. Не по электронной почте, а по самой обыкновенной почте. И, скорее всего, у вас даже войдет в привычку каждый день брать ключ и идти проверять свой почтовый ящик. А вот вторая проблема Германии, которая вытекает из первой, это отсутствие диджитализации и защиты персональных данных. Давайте сначала разберемся, что есть что и как оно взаимосвязано. Итак, диджитализация – это возможность осуществить какие-либо процессы, связанные с государством, через телефон или через какие-то интернет-сервисы. Например, в Украине это приложение и интернет-сервис Дия. Однако проблемы здесь не только с государственными сервисами. К сожалению, очень часто здесь можно встретить не очень удобные приложения, например, почты, доставки еды или страховки. Но самый главный маразм в том, что они как бы открывают эту возможность, что ты можешь оформить какой-то документ онлайн. Ты открываешь формуляр, заполняешь его, но потом тебе его нужно распечатать и все равно отправить по почте. Так же само работает и в обратную сторону, когда ты звонишь в учреждение. Например, это будет центр занятости или агентство по трудоустройству. Как-то так это переводится здесь. Ты звонишь, говоришь свой уникальный номер, который знаешь только ты. И, в принципе, номер телефона тоже совпадает с тем, который записан у них в базе. И они тебе некоторую информацию не могут просто так взять и дать по телефону или в крайнем случае отправить на email, к которому доступ тоже у тебя. Они эту информацию тоже должны отправить по почте. Причина всему этому – это защита персональных данных. Плюс нужно добавить ко всему этому время на обработку запроса, время на формирование письма, время на то, чтобы это письмо дошло до адресата. И получается, что на какое-то одно дело, которое можно было бы в принципе решить за час, уходит целая неделя. И при этом, что меня больше всего, наверное, раздражает, это то, что абсолютно везде нужны ваши персональные данные. Их будут спрашивать вообще везде, даже адрес. Адрес, по которому вы прописаны, тоже будут требовать абсолютно везде. Даже если это какой-то условный H&M, магазин одежды, вы там регистрируете свою членскую карту, и они попросят ваш адрес, чтобы присылать свою корреспонденцию. Это действительно буквально везде. Я помню, во времена
заканчивающегося коронавируса, но когда еще нужно было носить маски, мы уже открылись рестораны, мы как-то пошли в ресторан, и нас, во-первых, пускали по QR-кодам, что у нас есть прививка, а во-вторых, нам нужно было в ресторане оставить свои персональные данные, то есть свое имя, свой телефон и свой адрес, на тот случай, если кто-то из их персонала или из их гостей впоследствии заболеет, чтобы, я не знаю, чтобы они могли уведомить или сдать. Это тоже может быть. Ну, в общем, здесь по поводу защиты персональных данных такая двоякая ситуация. С одной стороны, их оберегают, прямо трясутся над ними. С другой стороны, ваши персональные данные, они нужны буквально везде. И что самое ужасное, иногда по номеру телефона, нужно знать, что в Германии номер телефона всегда привязан к какому-то человеку, и когда ты открываешь номер телефона, ты должен с оператором созвониться по видеосвязи, чтобы он видел, что ты реальный человек. Так вот, в Германии очень часто на твой номер телефона звонят какие-то непонятные фирмы, какие-то непонятные опросы, организации, в общем, мошенники. Вопрос, куда девается защита персональных данных? Следующий, третий недостаток Германии – это то, что здесь нельзя прожить без знания немецкого языка. К сожалению, в большинстве случаев вы не сможете здесь найти работу без знания немецкого языка. Вы не сможете нормально сходить к врачу. Потому что, например, русскоговорящих врачей здесь не так много и не такой большой спектр специалистов. Да, без проблем вы можете разговаривать с ними на английском, только если вы знаете английский. Но в целом для всех жизненных процессов в Германии вам потребуется знание немецкого языка. Даже если вы собираетесь получать вид на жительство, вам нужен будет язык. Например, мне, чтобы получить национальную визу, для того, чтобы впоследствии получить вид на жительство, нужно было сдать немецкий на уровень А1, то есть доказать, что я хоть что-нибудь понимаю, что я могу сказать, кто я, где я, откуда я и что мне в принципе нужно. Сейчас же я в процессе получения постоянного вида на жительство, и для этого мне нужно сдать экзамен уже на уровень B1. Кроме того, после этого мне нужно будет сдать экзамен, такой тест на знание некоторых аспектов жизни в Германии, на знание истории Германии, на знание некоторых законов и политического устройства этой страны. Как вы понимаете, этот тест тоже нужно проходить на немецком языке. И так во всем: права, обучение в школе, в техникуме, в университете, все будет на немецком. А немецкий – это довольно-таки сложный язык. Да, немного легче, когда ты учишь немецкий уже после того, как знаешь английский, но если не было опыта в изучении вообще никакого языка, и тем более с возрастом, немецкий дается все сложнее и сложнее. Здесь очень сложная грамматика, она немного похожа на русский язык за счет того, что здесь есть изменение окончаний в словах в зависимости от падежа и рода. Но самостоятельно этот язык выучить не удастся, и нужно будет идти на специальные интеграционные курсы, которые тоже занимают время и за которые тоже нужно платить деньги. И вы, возможно, скажете, как же так, ведь немцы знают английский, они хорошо изучают этот язык в школе, они хорошо изучают этот язык в университете, они, возможно, на нем учатся, они ездят на стажировки в какие-то другие страны и там общаются исключительно на английском. Это все, конечно, да, но нужно понимать, что таких людей здесь меньшинство. Большинство людей, как я уже упоминала в предыдущем видео, живут в небольших городах. Большинство людей, они вообще не выезжали за пределы Германии. Им, в принципе, не нужно общаться на каком-то другом языке, кроме как немецком. Когда я путешествовала по Германии, когда я приехала сюда первый раз, со мной на английском нормально разговаривали только в гостиницах, в хостелах, в кафе, то есть в больших городах и в тех местах, в которых, в принципе, много туристов. Люди, которые не соприкасаются в повседневной жизни с приезжими, они будут крайне негативно относиться к тому, что вы не разговариваете на немецком языке. Есть даже такие случаи, когда немцы агрессивно относятся к людям, от которых они слышат не немецкую речь. Например, мой муж и его сестра как-то разговаривали на углу нашего дома на улице. Они обычно разговаривают между собой на немецком, на смеси немецкого и русского. И тут у них какая-то зашла тема, что они разговаривали на русском. При этом они немцы. Они разговаривали на русском, и какой-то немец, какой-то парень ехал мимо них на велосипеде и крикнул «Wir sind hier in Deutschland!» И это просто их любимая фраза «Wir sind hier in Deutschland, du musst Deutsch lernen». Поэтому да, перед переездом в Германию или перед приездом сюда как турист, пожалуйста, заранее позаботьтесь о том, чтобы знать какое-то
минимум какую-то базу и заранее расположить к себе немца, если вы собираетесь с ним общаться. Следующая проблема, я бы даже сказала, бич Германии – это проблема с трудоустройством. Да, рынок труда здесь очень разнообразен, здесь очень много специалистов, которых требует Германия. Но если ты, например, отучился на одну профессию, поработал, тебе не понравилось, ты не можешь просто так взять и перейти работать в другую сферу. Тебе нужно снова учиться, снова искать работу и снова пробовать себя в этой новой сфере. Сюда же относится и то, что даже продавцом ты не всегда сможешь найти работу без немецкого образования, так называемого Ausbildung. Ausbildung – это что-то вроде колледжа, в котором ты учишься 3-4 года, и половину из этого времени ты проводишь на лекциях, половину из этого времени ты проводишь на практике. То есть ты идешь работать уже на фирму, которая занимается тем, на что ты учишься. И практически во всех сферах вообще невозможно найти себе работу без как раз-таки такого аутбилдинга. А в некоторых нужно учиться еще дополнительные 2 года, чтобы получить степень мастера, и можно было уже работать не в самых низах профессии. И даже если ты хочешь поменять работу в рамках своей деятельности, в рамках того, на что ты учился, все равно будет очень сложно найти себе место, потому что людей очень много, и конкурс на одно место может быть довольно-таки большим. При этом вообще ничего не делать в Германии тоже запрещено, это карается законом. То есть ты должен хоть как-то числиться, хоть как-то называться для этой всей системы. Или ты в декрете, или ты безработный, временно безработный, или ты безработный в принципе безработный, или ты проходишь обучение, этот самый Ausbildung, или ты учишься в университете. Это все разные обозначения тебя как человека, как налогоплательщика в этой системе. Именно поэтому здесь приветствуются больше специалисты с большим стажем работы, 5, 10, 35 лет. Здесь есть некоторые люди, их очень много, которые работают на одном месте всю свою жизнь. А если вы получили образование у себя в стране и хотите переехать сюда и работать, вам обязательно нужно получить Anerkennung, то есть подтверждение ваших знаний для работы здесь, в Германии. Следующий, пятый недостаток Германии – это проблема с жильем и недвижимостью в целом. Здесь ситуация, в принципе, такая же, как и с работой, за счет того, что очень много людей и очень большой конкурс на одну квартиру, вам будет невероятно сложно найти себе жилье. Дополнительная проблема заключается в том, что арендатор выбирает, кому именно он будет сдавать эту квартиру. То есть получите вы квартиру или нет, зависит от субъективного мнения одного конкретного человека. И абсолютно неважно, даже если вы хотите платить больше за эту квартиру, для всех будет цена одна, такая, как написано в объявлении, потому что здесь сдача квартиры в аренду, сдача любого помещения в аренду приравнивается к небольшому бизнесу. И арендодатель обязан будет платить налоги с этого заработка. И я вам хочу сказать, что попасть на собеседование к арендодателю, попасть на просмотр квартиры – это уже огромная удача. Но, к сожалению, это далеко не факт, что вы получите в итоге свою квартиру. Еще одна проблема недвижимости здесь в том, что она невероятно дорогая. Все, конечно, зависит от земли. Квартира, например, двухкомнатная в Баварии в стареньком доме, со старенькой сантехникой, без встроенной кухни, наверное, с деревянными окнами, в каком-то селе, в какой-то деревне. За такую стоимость вы сможете снять на севере Германии трехкомнатную, четырехкомнатную квартиру в новострое с кухней и даже в центре города. Но, к сожалению, да, по приятной цене и очень короткие сроки вы квартиру здесь, скорее всего, не найдете. Единственный способ, как можно быстрее найти квартиру, это либо нанять риэлтора и отдать ему одну стоимость месячной квартиры, либо же у вас есть какие-то знакомые знакомых, кто-то, кто может сдать квартиру лично вам, обходя всех риэлторов, обходя вообще процесс поиска арендаторов в квартиру. Про свое жилье, про свою недвижимость, стройку жилья или покупку уже готовой квартиры я вообще в принципе молчу, потому что это такие огромные суммы, что не все простые граждане могут себе это позволить. Следующий недостаток Германии – это сфера услуг. Это ее дороговизна и некачественность.
Я за все то время, что прожила в Украине, даже в своем не очень большом городе, привыкла к качественным, красивым, к эстетичным заведениям. К тому, что услуги всегда оказываются на самом высоком уровне, даже в самом простом кафе, даже в самом простом заведении. Здесь же более-менее интересные заведения вы сможете найти в городах побольше. То, что касается деревень, здесь можно попасть в массу неприятных ситуаций. Например, самое простое, что может быть, это невкусная еда. Вот она откровенно невкусная. Я не знаю, как, из чего они готовят эти ингредиенты. Видимо, они как-то неправильно готовят эти блюда. Я не знаю, но бывает совершенно невкусно. Следующая моя любимая тема – это доставки. Это почта. Здесь есть не только DHL, то есть немецкая почта. Я вот точно знаю, что есть два, которые чисто немецкие. Это Hermes и DPD. И вот эти доставки, они просто лучшие из худших. Они могут вообще не привезти вам посылку, в приложении указать, что они ее привозили, вас не было дома, и вам нужно будет на следующий день куда-то ехать, в их офис, в какой-то магазин, в котором они представлены, забирать свою посылку. Они могут доставить вашу посылку не за 2 дня, а за 5. Они могут доставить вашу посылку в абсолютно жутчайшем виде, она будет побитая, разобранная, или могут не доставить вообще ничего. При этом цена за доставку у них чаще всего даже больше, чем в обычном Deutsche Post или DHL. Если же взять что-то более крупное, например, промышленность, то очень часто качество исполнения каких-то заказов между одной фирмой для другой фирмы страдает из-за того, что работники или руководство фирмы не хочет менять технологии, не хочет переходить на новое программное обеспечение, не хочет обучаться чему-то новому, не хочет идти в ногу с технологиями, которые применяются уже давным-давно в других странах. И из-за этого здесь возникают недопонимания, здесь возникают какие-то некачественные вещи, и очень многие фирмы из-за этого несут убытки, из-за того, что их конечный продукт, он некачественный. А уровень жизни в Германии довольно-таки высокий, цены тоже высокие, соответственно, зарплаты нужно платить людям, соответствующие уровню жизни. И вот эти вот услуги, они не все, но в каждой сфере, начиная от обычной доставки еды до каких-то крупных предприятий, в каждой сфере есть свои некачественные работники, которым нужно платить большие деньги. Поэтому даже откровенно плохие услуги здесь могут стоить очень дорого. Следующий существенный минус Германии, но по сравнению с нашими странами, это продукты. Это то, что не вся еда здесь вкусная. Особенно первое время по приезду. Я помню, что мне было невкусно вообще все. Потом, через некоторое время, я, возможно, нашла какие-то магазины, в которых более-менее хорошее качество продуктов. Возможно, мои вкусовые рецепторы просто приспособились к новому месту. Но первое время действительно даже была какая-то мини-депрессия по поводу того, что пропала вкусная еда. И я здесь говорю не только о каких-то вредностях, которые вызывают зависимость, возможно, но и об обычных фруктах и овощах. Я не понимаю почему, но вне зависимости от сезона все абсолютно овощи и фрукты, они будут пластиковые. Единственное место, где, как по моему мнению, хорошие овощи и фрукты, это магазин Миксмаркт. Там также есть овощи и фрукты на развес. Их намного больше выбор, чем в обычных немецких супермаркетах. И они действительно более вкусные. И второй магазин, где тоже хороший выбор овощей и фруктов, и они будут вкусные, это Эдека. Но Эдека это более премиальный, что ли, магазин. Еще сюда можно отнести немецкую кухню. Не все любят такое обилие мяса, не все любят такое обилие жира, колбасок, сосисок. Очень странное сочетание по типу селедка в йогурте. Очень много везде уксуса. И, в принципе, здесь очень развита культура фастфуда. Здесь в любом каком-то ресторане вам, скорее всего, предложат пиццу, предложат картошку фри, бургер. Справедливости ради стоит заметить, что в Германии огромный выбор заведений любой кухни мира. Есть итальянские, греческие, тайские, индийские. Вообще абсолютно любые рестораны, любые кухни представлены.
И чаще всего там готовят именно люди той национальности, чью кухню вы пришли покушать. Если вы не хотите идти в ресторан, вы можете приготовить блюдо какой-то определенной кухни дома. Здесь даже в обычном супермаркете можно купить экзотические для нас ингредиенты. Поэтому да, попробовать любую еду, любую кухню здесь и найти что-то по вкусу вполне возможно. Следующий недостаток Германии, следующая вещь, которую я не очень сильно понимаю, это график работы магазинов и аптек. Например, здесь, в Баварии, очень сильные традиции, это очень консервативная земля, поэтому здесь абсолютно ничего не работает по воскресеньям. В будние дни после 8 часов вечера магазин работающий вы тоже не найдете. А аптеки, например, закрываются вообще в 5 или в 6 вечера. При этом круглосуточных аптек, так как мы привыкли, здесь тоже вы не найдете прямо повсеместно. Здесь есть одна дежурная аптека на какой-то округ, на какой-то радиус, и очень часто до нее нужно ехать километров 30, а то и 50. Если вы там что-то покупаете, то нужно будет доплачивать 1,5-2 евро в зависимости от аптеки за то, что она работает в нерабочее время. Я знаю, что на севере Германии, например, в Гамбурге есть супермаркеты, которые работают до 22:00. Это уже поприятнее, потому что есть люди, которые работают посменно и могут просто не успеть в магазин. Этот фактор заставляет многих думать о том, чтобы чем-то запастись, чтобы дома всегда была какая-то экстра еда или экстра медикаменты. Итак, мы пришли к предпоследнему 9-му списку недостатков. И это плата за телевидение и радио. Да, она здесь обязательная для каждого домохозяйства раз в 3 месяца. Платится сумма, по-моему, что-то около 50 или 70 евро, но все-таки не очень приятная статья расхода, особенно в современном мире, где подавляющее большинство людей вообще не смотрит телевизор. Если насчет радио я еще могу понять, потому что радио в машинах у всех, и очень многие слушают радио и в машине, и на работе, то насчет телевизора, я не знаю, это очень сомнительная вещь, потому что каналы зарабатывают чаще всего на рекламе, которую они показывают, но здесь же никого это не волнует, и если у тебя есть хотя бы один телевизор дома, то ты обязан платить этот налог. Можно, конечно, доказать, выбросить все телевизоры и попробовать в суде доказать, что ты не смотришь телевизор в принципе и не слушаешь радио и не будешь платить этот налог. Но в современном мире у всех есть телефоны, и с телефона тоже очень прекрасно можно посмотреть немецкое телевидение или послушать немецкое радио. Так что шансы на то, что в судебном порядке вам отменят обязательство платить за этот налог, крайне-крайне мало. И 10-й недостаток Германии, в принципе, как и любой другой демократической страны, в которой свобода слова, свобода выражений и свобода протестов – это забастовки. Когда бастуют авиакомпании, Lufthansa, например, или когда бастуют транспортные компании, Deutsche Bahn или все транспортные компании отдельно взятых городов, которые перевозят людей, останавливается полностью жизнь. Если ты не едешь на машине, то ты не сможешь доехать ни до работы, ни до учебы, не просто даже путешествовать. Представьте, как не повезло тем людям, которые приехали в Германию и начались забастовки. Они не могут ни по Германии перемещаться, ни, возможно, даже домой улететь. Такие забастовки здесь случаются примерно каждый год. Профсоюзы перевозчиков, потому что чаще всего перевозчики бастуют. В этом году бастовала и почта. Профсоюзы этих организаций они требуют повышения зарплаты и улучшения качества труда. И с этим тоже ничего не сделаешь, это нужно просто принять, простить и переждать. И единственное, как вы можете к этому подготовиться, это следить за новостями, за обновлениями. К счастью, о таких вещах предупреждают всегда заранее. Напоследок хочу сказать, что это были все те вещи, которые меня больше всего шокировали при переезде в Германию. Было время, когда меня вообще накрыла какая-то миграционная хандра, я во всем видела одни минусы и палки в колеса. Но потом, через какое-то время, я разобралась в себе и поняла, что все это был всего лишь один из этапов адаптации в новой стране. Если вам интересно, пожалуйста, напишите в комментариях, я сниму видео на эту тему, на тему адаптации в стране, как это происходит, как нужно действовать, чтобы этот процесс ускорить. Это будет видео не только о адаптации в Германии, но и в принципе в любой другой стране, когда человек переезжает из своей родины на постоянное место жительства
куда-то за границу. Но это я все говорю к тому, что на самом деле ко всему можно привыкнуть. Наша психика, наш мозг, он запрограммирован так, чтобы подстраиваться под любые жизненные ситуации. Нам свойственно выбрасывать лишнее, оптимизируя свои жизненные процессы. Так и тут, с чем-то мы не сталкиваемся каждый день, с чем-то мы просто смиряемся и больше не обращаем внимания, к чему-то просто привыкаем. А в некоторых вещах даже находим определенный смысл и романтику. Например, я нашла себе подругу по переписке здесь, в Германии. Мы общаемся письмами на немецком языке через почту. Это просто двойной профит. Во-первых, я прокачиваю свой уровень немецкого, смотрю, как общаются местные жители, носители языка. Во-вторых, мне более приятно идти проверять свой почтовый ящик, потому что я надеюсь, я жду, что мне придет письмо от нее, от живого человека, а не от какого-то очередного учреждения, страховки или бог знает чего там еще, кому что-то от меня нужно. И это дает такое предвкушение, это дает такой спектр абсолютно новых, невиданных до этого эмоций. Ты пишешь письмо на красивой бумаге, вкладываешь его в конверт, наклеиваешь марку, пишешь адрес, несешь до почтового ящика, потом идешь проверять свой. Это просто очень вдохновляющая вещь, которую я нашла для себя. А еще, несомненно, это замедление и живое общение. Это не вот эти вот быстрые переписки в каких-то мессенджерах. Это возможность поговорить о чем-то более высоком и более душевном. Поэтому, да, я желаю вам находить побольше позитива в абсолютно любых ситуациях, потому что, к сожалению, не все ситуации мы можем изменить. Не нужно концентрироваться только на плохом. Находите позитив в тех ситуациях, в которых вы оказались. Если вам была интересна эта тема, если вам было полезно это видео, пожалуйста, поддержите мой канал, подпишитесь на него, поставьте лайк, оставьте свой комментарий, если у вас есть что сказать по этому поводу. Я с удовольствием прочитаю и отвечу. Увидимся в следующих видео. Всем пока!